Привет, девчонки! Сегодня будет обзор или тестирование гелей, которые я вчера показывала видео от компании Silkar. Кстати, я купила их сама, оплачивала сама, никакой это не реклама. И как раз я подумала, что мои ноготки нуждаются в новом дизайне, хотя дизайна девочки не будет. После вчерашнего видео в моей группе образовалась дискуссия, где писали, что который это Base One, который я взяла, это розовая коробочка, что они плохо просыхают. И я такая подумала, блин, я даже на самом деле не показала вам, как они сохнут. В принципе, для меня было как-то естественно, у всех эти гели уже есть, я сама насмотрелась у русских девочек. И как-то не возникло у меня такого вопроса, будет ли он сохнет. Ну, реально. Ну и после вчерашней дискуссии я бегом побежала тестировать. Нанесла пару капель на такую прозрачную фольгу, и у меня все просохло. Но вот сегодня утром проснулась, и вот у меня это не покидала эта мысль, что такая дискуссия развилась. Я вообще-то рисовала, записывала видео, опять же обзор с последними пластинами для стемпинга. И вот решила по-быстрячку снять свое покрытие и сделать на себе этот гель, сама прочувствовать, естественно, носкость, прочувствовать, как он это все на себе. Кстати, греет, не греет, прочувствовать. Девочки, он не греет. Вообще не почувствовать никакого жжения. И причем я материал сняла, как вы можете видеть, очень даже хорошо. Ноготки у меня, в принципе, могли еще недельки-две походить. Но я сняла практически все, что могла парноразмерно нанести гель. Как всегда, небольшую каплю и разровнять. У меня ноготки вниз растущие, поэтому мне приходится их сильно поднимать, чтобы во время носки они у меня постепенно опускались. И вот такой вот фрезой с синей насечкой, обычно беру зеленую или черную, я вырезаю все из-под внутри. Так как я себе делаю ноготки, коррекцию без опила, мне очень важно, чтобы ноготки уже были до геля полностью готовы. Недавно я себе сделала там по быстрячку маникюр, поэтому у меня такая сухая и раскромсанная кутикула. Отрезать мне уже было нечего, поэтому я взяла вот такую конусную фрезу и просто подчистила. Там образовалась такая сухая каемочка. И вот этой фрезой я пыталась ее вырезать. Сначала я сделала справа налево, и потом вот обратным ходом почистила свою сухоту. Вернемся, девочки, к гелю. Я не платила никакую таможню, так как это Европа, во-первых. И от 22 евро, это если вы заказываете какой-то электротовар. Так как Польша считается Европой, никакой таможню, ничего я нигде не платила. Доставка там была, сначала я набрала евриков на 100, доставка у меня посчиталась 18 евро. И я так убрала унции в корзине, чтобы у меня доставка обошлась, по-моему, я не помню, девочки, 6 или 8 евро. Доставила мне ее курьер, наш ДХЛовский, почта. И, кстати, наносила я сегодня полностью продукцию, которую я купила. Чуть позже расскажу вам, когда уже буду накладывать, намазывать. И слегка вот убираю у себя бахрому и подчищаю еще раз под кутикулой. Маникюрчик себе сделала просто на скорую руку, чтобы бегом-бегом управилась, кстати, девочки, за 40 минут. Я в основном на себе делаю именно теми гелями, которыми я могу разровнять. Я не делаю себе покрытие там гелем желе или чем-нибудь. То, что в основном на себе я не дочищаю, не вычищаю. У меня всегда покрытие без опила. Теперь приступаю я к самому гелю. Обезжириваю ногтевую пластину, убираю всю пыль. И нанесу этот гель, простой базовый гель. Этот, который с черным колпачком, он без этого... Нету кислотности там, который я купила красный, он с кислотностью. И по привычке я не люблю наносить базу кисточкой из флакона, так как я боюсь задеть кутикулу, поэтому беру отдельно свою любимую кисть
И уже ей наношу покрытие. База мне понравилась в нанесении. Она густоватенькая, мне кажется, даже она где-то рубер баз, такая густая база, не жидкая. И даже не, опять же, не наносила прям втирающим слоем, просто нанесла тонкий слой. Просушила я в лампе его минуту и приступаю. У меня сейчас гель Cover Medium. Этот цвет мне больше нравится, чем такой вот розовенький. Нанесла его сначала тонким слоем, чтобы гель мог по нему течь и сам по себе разравниваться. Гель мне в работе очень понравился. Даже если сравнить, он больше похож на гель от Beauty Lux, потому что гели, допустим, от Винолиса, они более такие, намного такие жидковатые, чем от Beauty Lux. И вот так медленно и печально мне легче уделить время каждому ноготку чуть подольше и потом не опиливать. Разравниваю, помогая себе тоненько кисточкой. Гель прекрасненько саморавнивается, девочки, он не печет. Я сняла себе покрытие прям хорошо, практически до тонкой подложки, и мне вообще гель не пек ни разу. Поэтому, мне кажется, зависит это больше от чувствительности, мне этот гель не пек. Разравниваю аккуратненько поверхность и смотрю так, чтобы торец у меня остался все-таки тоненьким, тонюсеньким. Его стараюсь не утолщать. Смотрю, естественно, слева, справа, снизу, сбоку. Надо дать время, буквально пару секунд. Он там довыравнивается и можно сушить. Теперь мы делаем быстренько дизайн. Взяла первый цвет лака от Beauty Lux, это красный. Он такой, знаете, даже я могу сказать, что он такой неоново-оранжевый, чем красный. На нем ходила, с ним ходила на улицу уже. После маникюрчика быстренько сбегала погулять с собакой. И вот мне все-таки это вообще не красный, это все-таки какой-то оранжевый, неоновый. Покрыла я все ноготки в 2 слоя. И мне захотелось, естественно, блестяшек. Я люблю блестяшки. Нанесла этот лак в 1 слой. Мне именно хотелось вот этих проплешин, чтобы просвечивался мой красный цвет. И вот таким вот дизайненьком я на нем и закончила. Надеюсь, девочки, ваши вопросы по поводу просушки и прогрелки геля Silkar я ответила. Если что, пишите здесь под видео вопросы, я на все отвечу. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. До скорых видео. Пока.